Всем доброго здоровья! Всем привет, народ! Мы начинаем продолжать. Катя вылечила свои королевские сопли. Да. И мы снова с вами, Екатерина, Дмитрий. Будем вести тренировочку для того, чтобы вы были крепкими, здоровыми, бодрыми, веселыми. Бобрами. Бобрами веселыми. Да, кстати, классные тренировки. Катя болела, я занимался сам по ним, и причем смотрел все полностью, потому что много нюансов я забыл, оказывается. Я просто обленился, ты все время говоришь, что делать, я делаю. А самого чикарда не варит. Ну, оно получается, когда кто-то есть контролирующий, Да, на него да. надеешься и думаешь, это же очень классно, да, надо не думать о чем-то таком, что же куда-то посмотреть. Ну что, давай. А мы начнем. Так, начнем, как всегда, с разогрева верхнего плечевого пояса. Самые простые и знакомые для вас упражнения. Подъем плечиков вверх-вниз. Работаем двумя плечами. Раз, два, три, четыре. Дима, сам считай. Получается, что если у вас есть травма шейного грудного отдела позвоночника, вы сидите на стуле, либо в коляске, либо на кровати, на кушетке, соблюдаете углы сгибания в коленных и голеностопных суставах. Спина при этом ровная, макушка тянется вверх. Если нет, вы становитесь как я и выполняете из положения стоя. А мы продолжаем. Выполняем правым плечом круговые вращения. Рука расслаблена, она не участвует, так сказать, в движении активном, а работаем плечом, лопатка и грудная мышца. Работаем вперед 15 раз. 2, 3, макушка тянется вверх, спина прямая. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вперед сейчас сделаем второй рукой, а потом будем по очереди работать назад. То же самое. Все хорошо. У тебя как? Нормально. Ты справляешься? Я, да, кстати. Справляюсь, только спастика начала больше, потому что растяжки делал, соответственно, сам. Когда делал, когда не делал. Но поэтому чуть-чуть есть скованность. Угу. Поэтому, люди, есть возможность. Звоните инструктору, пусть приходит. Не только инструктору, можно спросить, если с вами кто-то ездил на реабилитацию из ваших родственников, и они очень хорошо перенимают информацию, да, то в этом случае кто-то из родственников вам может помогать в растяжке. Самостоятельные растяжки — это здорово, там идет совершенно другая нагрузка, но бывает не хватает амплитуды растяжения. Сколько? 10. 11, 12, 13, 14, 15. Хорошо. Теперь, возвращаясь к правому плечу, будем выполнять движение назад. Когда выполняем движение назад, максимально уводя лопатку, стараемся ее прижать к позвоночнику. Ну делай. Это ж ты прогуляла, я же занимался. А, вот так вот, да? Да. Давай. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Обратите внимание, Дима делает очень правильно то, что подключает к нашим уже знакомым упражнениям дыхание. Да, то есть глубокий вдох, нос делает, и ртом выдох. Все дыхательные упражнения, они помогают работе диафрагмы, насыщением крови кислорода. Соответственно, улучшается питание мышц во время тренировки. Опять-таки, когда вы дышите, если это было знакомое для вас упражнение, до этого вы старались удержаться, да, и соблюсти баланс какой-то, то теперь вы дышите, и ваши мышцы работают чуть-чуть иначе. 5, да? 8. 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Когда делал самостоятельные тренировки, дыхание подключил, сосредотачиваешься по-другому. То есть на дыхании сосредотачиваешься, и оно как-то идет
По-другому концентрация, короче. Концентрация, потому что ты отвлекаешься от работы мышцы, а Да, уходишь да, да. на работу дыхания. Но чем хорошо подключать дыхание на знакомое вам упражнение. Когда упражнение новое, вы все равно будете где-то неосознанно подзадерживать дыхание для того, чтобы сконцентрироваться на движении, для того, чтобы почувствовать мышцы. Ну, я не на всех упражнениях могу контролировать дыхание. Вот на этих, где могу, да. Давай воды попьем, блин, Давай. вообще. А то без тебя даже воды не пил. Забывался просто-напросто. Ну что, поработаем грудным отделом. Что мы делаем? Район солнечного сплетения – это наша точка, куда мы будем концентрировать сжатие, да? То есть мы округляем спину, уводим плечи вперед, и как будто нас кто-то толкает в грудину. Мы округляемся в этом положении, затем раскрываем грудную клетку, уводя плечи, лопатки назад, и как будто нас кто-то толкает вот в точечку между лопаток. Работаем сжатие, раскрытие. Сжатие, раскрытие. На сжатии у нас будет выдох, на раскрытии у нас будет глубокий вдох. Руки свободно, работаем, стараемся работать мышцами грудной клетки. Три. Вдох, на выдохе. 4. Вдох, на выдохе. 5. Вдох, на выдохе. 6. Обратите внимание, кто делает стоя. Старайтесь подкрутить таз немножко вперед для того, чтобы зафиксировать пресс. И работаем только верхней частью. Так? Если вы сидите, то у вас уже фиксирован таз, соответственно, нижняя часть тела достаточно фиксирована, и вы уже работаете только верхней частью. Здесь вам нужно только концентрироваться на балансе, чтобы, если вы сидите, как Дима, например, на стуле с травмой шейного либо грудного отдела, то вас будет немного уводить вперед, и вам нужно напрягать мышцы спины для того, чтобы вернуть себя обратно. 10 раз сделал, еще делаем 5. Не-не-не, хватит этого. Башка кружится вообще как 5. Этого упражнения достаточно 10, а на начальном этапе, если вы только подключили подобное упражнение, возможно, вам хватит 5. Да, по поводу головокружения, учитывая то, что здесь идет глубокое дыхание, плюс глубокое раскрытие межреберных промежутков, работа диафрагмы, может закружиться голова. Поэтому тут еще обращайте внимание, начинает кружиться голова, сделайте паузу и лучше сделайте второй подход. Сделайте паузу, выпейте херши колы. Так, ну что, помашем людям руками? Давай. Улыбаемся и машем. Значит, одну нашу руку мы укладываем на ключицу, освобождая плечевой сустав. Да? Для чего? Либо для того, чтобы не было никакого поворота грудной клетки. Можно оставлять руку и тем самым немножко координировать себя, потому что не будет баланса. Вторая рука выводится, ладонь под угол 90 градусов по отношению к предплечью, поднимается максимально вверх, раскрывая плечевой сустав, и возвращаем в исходное положение. Если вам тяжело, то вторая рука может находиться вдоль корпуса, либо даже опираться на кушетку, либо на ногу, если вам тяжело. Так, Дима уже парень опытный, поэтому раз. 2, 3, 4, 5. На раскрытии вдох, на опускании выдох. 6, 7, 8. Давайте я жду. 8, 9. 10 достаточно. Отдыхаем и то же самое выполняем второй рукой. Кстати, если вы нас смотрите и внимательно слушаете, то если вы это упражнение и все упражнения вы делаете сидя в кресле, в коляске, на диване, пробуйте пересаживаться на стул, на кушетку, на диван, на стол, но с коляски пробуйте выходить. Там стабилизация таза в коляске, оно таз держит. Когда вы будете сидеть на кушетке, либо на стуле, у вас будет включаться стабилизация вашего таза.
Это вот мы просто И ноги, и ноги. Мы просто занимались онлайн, и многим, как бы многие сидят в коляске, ну вроде да, здесь поднимаешь руки, да, руки, что я буду пересаживаться? А нет, товарищи, господа, Да. надо пересаживаться. Неспроста, если вы смотрите нас давно, либо смотреть начали недавно, посмотрите первые наши видео, первые тренировки. Кому надо, прогортайте их по-быстрому, вы увидите. Я начинал с кушетки, потом пересаживался на стул, поэтому обращайте на мелочи внимание. Да, Дальше. да. Все верно. Вторая рука. И здесь, да, включаются стопы. Ребята, вот когда сидишь на стуле, ты стараешься вывести себя назад, кажется, что ты выводишь себя спиной. Нет, стопы включаются тоже. Можете спорить, можете не спорить, можете помидорами в нас кидать, можете банками с помидорами. Нет, включаются стопы на подсознательном уровне. У вас мышцы, у них много волокон, хоть какая-нибудь маленькая, да, включится. Однозначно. Включится, идет статическое напряжение, потому что это физиология. Хотите вы того, не хотите, но они будут включаться. Пока Дима делает, я немножко расскажу. Получается, маленький ребенок, когда становится, да, на свои стопы, совсем малыш, да, начинает первые шаги. За счет чего? За счет того, что корпус уходит слегка вперед, и хочет он, не хочет, ему нужно делать первый шаг, да. Та же самая история происходит у людей после травмы позвоночника, которые не ходят. Когда вы начинаете сидеть и опираться на свои стопы, а вы на них начинаете опираться даже несмотря на то, что вы не чувствуете своих ног. Единственное, что если у вас ноги разбегаются в стороны, стоит их подвязать, чтобы они находились под углом 90 градусов и ориентировочно на ширине таза. И в этом случае идет осевая нагрузка, потому как, когда мы сидим, допустим, да, и мы хотим встать, мы тоже корпусом наклоняемся вперед для того, чтобы подняться. Так вот, каждое движение руками вверх, в стороны, это легкий баланс корпуса вперед, а соответственно легкая нагрузка на мышцы бедра, голени и стоп. Со временем, если вот вы сидите, да, вы можете даже попробовать, если вам тяжело пересесть на стул, вы можете попробовать то же самое сделать на своей кровати. Например, опустить стопы вниз, единственное, чтобы они прям стояли на полу, не висели, а именно стояли. На кушетке, да, и наклонитесь немножко вперед. Вы почувствуете, как вы хотите вернуться назад корпусом, если вам очень тяжело, пускай вас кто-то подстрахует, положите подушку впереди себя на стуло на какое-то, да, и попробуйте вернуться. А если вы уже хорошо сидите, попробуйте упражнение, даже есть такое. Когда вы сидите, впереди вас находится стул. Да? И вот вы просто коснулись этого стула и вернулись назад. Это упражнение на баланс, когда вы уже хорошо сидите на кушетке. Либо когда вы сидите в коляске, поставьте стопы на коляску, чтобы она никуда не поехала, вы никуда не упали, вы уверенно себя в ней чувствуете. И попробуйте перед собой стенку коснуться или стула какого-то. И вернуться назад с наклоном корпуса. В общем, господа, дерзайте. Это, я понимаю, что надо, чтобы была хоть чуть-чуть какая-то сила в ногах и все, но мы же к этому стремимся, не получается, значит продолжаем в коляске. Нет, все равно стараемся пробовать. Если мы не будем пробовать, мы не узнаем, да. Получается у нас или не получается. Вы не узнаете, да, получится у вас или не получится, пока не попробуете. Так, а мы продолжаем. Да. Значит, мы выводим ладонную поверхность под угол 90 градусов по отношению к предплечью, разводим руки в разные стороны и как будто расталкиваем пространство. Удерживаем состояние растяжения 15 секунд, все это время находясь вот в этом статическом напряжении, толкая воздух от себя в разные стороны. Макушка ровно, спина прямая, толкаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хорошо. Расслабились. Из этого же исходного положения будет наше второе упражнение. Мы будем уводить руки назад за счет напряжения плеча, трапециевидные мышцы. Уводим лопатки к позвоночнику, расслабляем в исходное положение. Выполняем 15 раз. Начал зевать? Хорошо. Да. Давай. Назад. Раз, два, три, 4, макушка, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 и 15. Хорошо. Фу, Так, все хорошо. Балда пошла, спина горит, ноги горят. попьем воды? Да. Давай попьем. Следующее наше упражнение будет: мы убираем кисти к плечам, поднимаем максимально вверх локти, возвращаем в исходное положение. Спину держим ровно, макушка тянется вверх. Прорабатываем нашу спину, прорабатываем трапецию, да, раскрываем плечевые суставы. Ну что, Поехали. нет, никуда мы не поедем, все. Остаемся здесь. Да. Турция охвачена пожарами. В Якутию на рыбалку не поедем, потому что там тоже пожары. Короче, сидим дома. Зато у нас так хорошо, мы можем тренироваться. Да. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Угу. 5. 6. Продолжай. Обратите внимание на стопы Димы. Он настолько, работает сейчас сосредоточенно спиной, но ноги при этом, при всем напрягаются, что несколько первых раз за счет напряжения, возможно, спастики, потому что я вижу, что сейчас нога пошла в танцы, поднималась нога, даже слегка пятка приподнималась, и нога становилась на цыпочку. То есть это вот как раз подтверждает тот момент, о котором мы только что говорили, что ноги находятся в статическом напряжении. Да. Когда вы работаете руками, вы сидите на стуле, казалось бы, да, а ноги находятся в статике. Статика – это напряжение мышц без движения. То есть они у вас работают. Работяги. А теперь руки кладем к плечам и выполняем круговые вращения. Вперед 10, назад 10. Положили и работаем. Локоть описывает круг. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем и возвращаемся назад. Помним про дыхание, помним, вот даже при таких упражнениях, где, казалось бы, нету раскрытия, здесь есть подъем рук вверх, то есть когда вы идете, например, назад на раскрытие, это все равно идет, получается, как раскрытие, и когда вы уже уходите вперед, здесь идет выдох. Раскрытие, вдох, сжатие, выдох. Тяжело. Мышцы постоянно... Кстати, вот мышцы, да, вот люди некоторые пишут, что у них ноги сильно худеют, и задают мне вопрос, что с ногами, почему меня... Почему-то не худеет. У тебя ноги не худеют, потому что у тебя есть иннервация, у тебя есть спастика по ногам. Если у вас мышцы худеют, вероятно то, что у вас плегия нижних конечностей. У того, у кого есть это заболевание в диагнозе, я думаю, он об этом знает. Если есть плегия, значит нету тонуса мышц, даже спастического, да, то есть и спастика совершенно другая будет, если она вообще будет, иногда ее в принципе нету, и в этом случае мышца худеет. Что такое спастика? Спастика – это сокращение мышцы, да, то есть непроизвольное ее напряжение, расслабление. Соответственно, это, какая-никакая, но тренировка этой мышцы. Если у вас плегия, если у вас нету спастики, то в этом случае вот этого напряжения мышцы нету, а соответственно, вы просто лежите и худеете в мышцах, в которых нету тонуса. Еще может быть из-за того, что вы принимаете против спастики таблетки, да? Но чаще всего именно худеют ноги и мышцы в тех местах, где нету иннервации. Бывает такое, что даже с шеей... Что иннервация вообще? Импульс от коры головного мозга через спинной мозг конкретно к мышце. То есть я хочу поднять руку вверх. Чик, пошел импульс, оп, она поднялась рука вверх. Вот это вот импульс, который пошел и который помог поднять руку. Вот то же самое, то есть импульс, который уходит в ноги, там какое-то понимание этих ног. Если бывает такое, например, грудная травма, либо шейная травма, и бедро прям классное, плотное,
оно есть, да, а голень и ниже стопа пошла как бы как сохнуть, как худеть, да, то это говорит о том, что поражение нерва находится на таком уровне, где вот эта вот иннервация идет до бедра, то есть даже если вы бедро, например, не чувствуете или не очень хорошо понимаете, где там что находится, а дальше с нервом какая-то нехорошая беда, которая вот не дает пропустить импульс туда ниже. Все равно нужно заниматься, потому что есть мышечная память, и мышцы тренируются даже когда нету импульса, то есть это какие-то пассивные упражнения. То есть нужно брать самому, там руки живые, значит, руками сгибать Да. ноги. Либо Там, с помощью кого-то, резинки какие-то. В любом случае руки не опускаем, да, я так понимаю? Да, да, руки не опускаем, но все равно работаете, потому что пассивная работа, даже если вам кто-то поднимает стопу, а вы в голове у себя прорабатываете, что это вы поднимаете эту стопу, и вниз либо руками цепляете за, не знаю, эластичный бинт за стопу, на себя тянете, расслабляете, представляете, что это делаете вы. Это уже работа мышцы. Она будет худеть, конечно, потому что, ну, если соизмерять количество часов, сколько вы занимаетесь, количество часов, сколько вы не занимаетесь, естественно, она будет худеть. Но она будет хоть какую-то... растягиваться и сжиматься. Да. Она чуть, ну как? Она... Кровоснабжение в ней будет, да, то есть вот это питание какое-то будет туда идти, то есть это все равно нужно делать. Давай делать дальше. Так, ну что, мы продолжаем. Мы сейчас работаем с лентой. Берем ленту Продолжаем начинать. в две реди, Так. наматываем на края, берем ленту. Мы ее сейчас не растягиваем, мы ее просто натягиваем. Из этого положения поднимаем руки максимально вверх, опускаем вниз. Обычный подъем рук. Раз, два, три. Спина ровная, макушка вверх. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И завершаем 10. Я обратил внимание, вот мне две руки вверх поднимать очень сложное упражнение. Ну все там с гантелями, с палочкой, совсем. Вот две очень тяжелое упражнение для баланса. У тебя опять ноги на цыпочки становились. Так хотели тебя вернуть на место в исходное прямое положение. То есть это хорошо. Теперь мы распускаем ленту, если брали ее в две реди, либо берем более слабую, наматываем на руки и поработаем в статико-динамическом упражнении. Значит, что нам для этого нужно? Одна рука у нас будет находиться впереди, да? Большие пальчики смотрят друг на друга. Мы будем выполнять 5 раз это упражнение, затем будем менять положение кисти. Руки находятся на уровне груди, одна рука находится в постоянном напряжении, а вторая будет динамично уходить в сторону и возвращаться в исходное положение. Работаем мы от плеча, это упражнение прорабатываем, этим упражнением мы прорабатываем мышцы спины, а также все мышцы нашего плечевого сустава и руки. Бицепс, трицепс, трапеция, широчайшая поработает немного. 5 раз. Раз, два, 3, 4, держись, и 5. Теперь мы будем менять положение. Палец опускаем вниз. Второй палец продолжает находиться в этом же исходном положении. И точно так же, уводя руку назад, возвращаем в исходное положение. 5 повторений. Раз, два, 3, 4 и 5. Хорошо. Теперь пальчик у нас будет смотреть вверх, а левая рука, либо правая, если она находилась у вас на месте, продолжает находиться. Также выполняем 5 раз. Так, ну что, раздышался и поехали. Раз, два, 3, 4 и 5. Хорошо, немножко подышим. Мама, ты когда делаешь, что ты подсвистываешь? Посвистываем. Воды попьем. Бывает, да. И то же самое выполняем второй рукой. Раз, два, 3, 4 и 5. Ой, ты мама дорогая. Блин, вообще все сводит, болит, шипит. 4,
Хорошо. Палец вверх, Да. палец вниз, да? Палец вниз. Раз, два, три, четыре, пять. И затем пальчик вверх. Угу. Ноги узковато стоят. Поправил? Давай, конечно. Ты ж командир. Раз, Если загружается, значит чего? три, четыре и пять. Хорошо. Убираем Что, у ленту. нас уже мне слишком долго уже. Да, мы сейчас вот это сделаем греблю. Гребень. Упражнение вперед-назад с палочкой. Можно, кстати, с лентой делать. Я с лентой сделаю, а ты с палочкой. И закончим упражнениями для шеи. Да. Кстати, шея вообще классно, когда делаешь упражнения. Я делал самостоятельно. Значит, смотрите, если вы выполняете упражнения, как я с лентой, что вам нужно для этого? Вы работаете таким образом, чтобы одна рука, находясь возле плечевого сустава, а вторая, выводясь вперед, выполняли растяжение ленты. Таким образом, чтобы вам было достаточно трудно это выполнить. Если это палочка, то вы берете просто максимально широко, за края палочки. Хорошо? Ну, Готов? начинай, да. Поехали. Я начну, загоняй. Давай. Макушка тянется вверх, спина ровная и поехали. Раз. Прямыми локтями? Сгибание в локтях. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. И 10. 10. Хорошо, все верно. Локоть вниз не опускайте, да? То есть локоть находится все время выведенным назад. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 и 10, 10. Хорошо. Сделали упражнение, убираем палочку. Так. И сейчас будем выполнять упражнения для шеи. Вы, кстати, можете с них начинать, но мы предпочитаем заканчивать. Да какое заканчивать? Это еще только первая часть. Теперь заканчивать первую часть, значит. Давай. Вдох-выдох. Воды дать? Нет, пока. Пока не нужно. Значит, что делаем? Спина у нас прямая, макушка у нас будет тянуться вверх, причем во всех смыслах этого слова, да, то есть мы максимально пытаемся вытянуть нашу голову и шейный отдел из плечевых суставов. В постоянном натяжении, находясь 10 счетов, затем выходим на расслабление. Готов? Начинаем. Плечи опустили вниз, тянем макушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Так. Подготовились и второй раз пошли. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И завершаем седьмой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фу. Хорошо. Так, Уже спина даже заболела, не только шея. сейчас мы немножко покрутим головой лево-право и на этом, Разойдемся. да, отдохнем. На этом отдохнем немножко. Значит, что мы делаем? Макушка продолжает тянуться вверх, плечи опущены вниз, подбородок поворачиваем к правому плечу, затем поднимаем к потолку, опускаем к правому плечу, возвращаемся в центр. Делаем 5 движений в правую сторону, затем 5 движений в левую сторону. Либо можете чередовать, если хотите, то есть повернули вправо, потом влево, в общей сложности 10. Раз, два, три, 4. Темп медленный. Раз, два, три, 2. Раз, два, три, 3. Раз, два, три, 4. Раз, два, 3, 5. И теперь в другую сторону тоже 5. Давай. Лево. Раз,
два, три. Раз. Раз. Два. Три. Два. Раз. Два. Три. Три. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Пять. Хорошо. На этом первая часть нашей тренировки закончена. Мы будем передвигаться к шведской стенке и работать там. Да? Ну что, пересели мы к шведской стенке, будем сейчас вертикализироваться. Первое, что мы делаем, даем нагрузку на суставы. Готов? Раз, два, три. Готов, Катя. Я-то готов, а суставы мои. Вот сейчас мы их подготовим. Так, значит, что мы делаем? Выпрямляемся и выполняем небольшие движения таза вперед к шведской стенке для того, чтобы растянуть переднюю брюшную стенку. Так. Помним про то, что стопы должны стоять носочки по одной линии, ноги приблизительно на ширине таза. Тут шире уже можно немного регулировать. Для того, чтобы между собой стопы не съезжались, между ними можно создать какую-то преграду, валик какой-то из полотенца, либо мячик приздутый положить. Если у вас, например, ноги выстреливают пятками назад, когда вы стоите в коленоупоре, то можно тоже придумать какую-то фиксирующую ленту, которая будет фиксировать вам пятки для того, чтобы, когда вы подаете тазом вперед, нога не подскакивала назад пяткой. После того, как вы сделали несколько движений вперед-назад, например, 5-10, после этого вы поднимаетесь руками чуть выше, регулируете высоту подъема рук самостоятельно, либо по максимуму на прямые руки, как Дима. По максимуму. Либо чуть меньше. И с каждым подъемом тоже выполняете движение таза вперед, растягивая тем самым брюшную стенку, прорабатывая мышцы ягодиц и поясницу. Так, растянулись. Далее возвращаем руки в исходное положение. Беремся за шведскую стенку в районе грудного отдела, либо ниже. Если вы беретесь ниже, значит вам будет выполнять сложнее это упражнение. После чего выполняете такое движение, как будто вперед и вверх, как будто слегка подпрыгиваете, да, и заглядываете за высокий забор. Тем самым вы нагружаете ноги и переносите вес тела на носки. Если вам тяжело выполнить подобное движение, именно прыжковое, то вы можете просто, уходя вперед корпусом, наваливаться на прямых ногах на носок и слегка уходя назад, давать нагрузку на пятку. То есть это будет перекат с носочка на пяточку. Далее вы становитесь. Ноги можно развести чуть пошире для того, чтобы была площадь опоры, если вы стоите без коленоупора. Если вы стоите в коленоупоре, у вас будет стандартная постановка стоп изначально. И вы выполняете движение то в правую, то в левую сторону, тем самым прогружая то правую, то левую ногу. Если у вас получается, вы тоже выполняете прыжковое движение вперед и вверх, то направо, то налево. Если же нет, то вы просто наваливаетесь то на одну, то на вторую ногу с осевой нагрузкой. Сяду? Да, давай. Господи. Хорошо. Сейчас мы отдыхаем. После этого фиксируем стопы и будем ходить в ходунах. Сейчас ходуны нужно? Да. Стоишь? Да, Катя. Стою. Куда ты поехал? Сейчас, Катя, ждем. Я поняла. 7. Я придерживаю. 8. 9. 10.
11, 12, 13. Спешу, по-моему. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 98, 99, хорошо. И давай сотом. Хорошо. Стоим. Еще чуть-чуть. Хорошо, давай. 101, 102, 103, 104, 105. Неси. Стоишь? Да. Да. Сейчас, подожди. Все. Сидишь? Да. И за руку 400. Оп. Мгм. Хорошо. Хорошо. По наколенникам там все нормально? Да. Жесть. Я хочу вообще. Дай присяду. Огнем горит живот, вообще ноги. Бедро, да? Вообще, да. Значит, что получается? Мы когда вот таким вот способом растягиваемся, максимально растягивается передняя брюшная стенка, плюс растягивается передняя поверхность бедра. Несмотря на то, что колено согнуто, то есть вот эта вот вся часть, она тянется. Если у вас, вы долго сидели, если у вас есть спастичность по передней брюшной стенке, то есть это тоже очень хорошая растяжка. На самом деле она другая, не как стоя вы стоите, тут другая пьянка. На коленях как-то по-другому все тянется, больше что ли? Больше просто задействованы... Потому что согнуто колено. Да, поэтому согнуто больше. колено, поэтому больше задействовано именно бедро, вот этот вот участок от колена до тазобедренного сустава, и от тазобедренного сустава и вверх по передней брюшной стенке, вот эта вот часть до межреберных промежутков, где-то в районе подмышечных впадин, которая все это идет крепление.
Чем больше вы прогибаетесь назад, типа мостика делаете, тем больше оно растягивается. На начальном этапе, если вам тяжело, вы можете просто даже становиться и, долго вы не постоите, если у вас на коленнике, чтобы не было травмировано колено, на мягкой поверхности можно тоже немножко подвязать таз, да, или чтобы кто-то вам не держал, как я, например, Диму толкаю в район таза, да, а именно какой-то простынью, либо каким-то подвязом подвязать таз и побыть в этом положении. Тогда не придется толкать. Готов? Так, нам нужно будет сейчас ноги. Давай мне левую. Ага. Да. Давай правую. Да. Хорошо. Все, встал? Да. Вот подрастянулся, уже легче стал, да? Угу. И сам поднялся попроще. Колбасит себя немножко по сторонам, конечно. Давай еще раз растянусь. Давай. Сейчас. Ну все, я таз подфиксировала, а ты дальше отталкивайся. Сейчас. Фу, жесть какая. Попробовать чуть-чуть подвигать. Угу. Давай. Давай, пускай. Отпустила. Значит, что мы делаем? Немного садишься, Да. ослабляю руки, то есть не фиксирую Диме таз, даю ему пространство для движения. Он, уводя таз назад, как будто хочет присесть, затем возвращает его в исходное положение. Амплитуда начинайте с небольшой, для того, чтобы включить нижний пресс, мышцы бедра. Включаются мышцы спины возле копчика. Вот эта И вот ягодицы. часть. Вот эта часть. Ягодицы напрягаются очень Ягодицы, сильно. да. Потому Хочется что вообще провалиться сквозь землю сейчас. давай мне левую ногу. Угу. Давай мне правую ногу. Все, выровняла. Давай чуть-чуть подрастянись. Встать еще надо. Ну давай. Подрастянуться. Ну что делать будем? Все, я отпускаю руки, ты касаешься рук таза и возвращаешься. Раз, напрягая ягодицы и крестец. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сажу. Хорошо. 15 это уже Хорошо. много для меня все. Хорошо. Ну неплохо. Очень даже хорошо, я бы сказала, даже Неплохо. учитывая наш перерыв в тренировках. Да я не делал так последний раз даже. Хорошее движение, четкое. Самая большая проблема опустить спастику живота. Потому что ты тянешься вроде вперед, понимаешь, вот этим бедром там всем, да? Мгм. Всем Димой, макушкой вверх, как положено. Спина прямая, макушка вверх, таз тянется вперед. А тебя держит пресс. Он Поэтому не надо пускает. выдохнуть, ослабить пресс, и тогда уже, видела, я со второго раза додавливаю его так. Да, дожимаешь. Да. Поэтому вот такая вот пьянка. Приспосабливайтесь, кто как может, где-то нужно, подкорректировать дыхание, где-то, возможно, дотянуться, то есть переключить свое внимание, что конкретно у вас напрягается. У кого-то будет больше подключаться пресс, у кого-то, возможно, включится бедро. И вот это вот тонкое понимание, где конкретно какая мышца сейчас посильнее и помогает вам тянуть, вот на ней сосредоточиться и ей, так сказать, стараться тянуть. Может, это звучит как-то непрофессионально, но это правильно с точки зрения собственного тела. Да, то есть вы понимаете, что у вас включается, чем вы работаете, и на этой мышце стараетесь. А уже в дальнейшем рядом лежащие мышцы, они подключаются в движение, вы становитесь крепче, и движение становится более четким и правильным. У меня напрягается от поясницы до колена все, когда я делаю это упражнение.
Спал. Хорошо. Правая нога чуть-чуть, левая нога чуть-чуть. Я сам стал почти. Ты сам встал, так я же тебе про что и говорю. Главное подфиксировать себе колени, чтобы они не скользили наколенниками по полу. И ты сам поднялся. Надо растянуться. Подержи чуть-чуть. Давай, держу. Да, вот так. Сейчас. А капец какой-то, я сейчас в обморок, наверное, упаду. Не надо падать в обморок. 8, Папа, 9, 10, сейчас 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Присаживаемся, хорошо отдыхаем. Тихо, тихо, ты там лицом. Сейчас, Катя. Угу. Хорошо. Вот. Тебя доталкиваю. Ага, так, сейчас я выдохну. Держи меня. Держу, держу. Буду вытягивать. Господи, как это сделать, Катя? Не знаешь? Растянуться или упражнение? Не надо там ноги, колени. Можно чуть-чуть назад, правая. Мгм. Угу. Чуть-чуть назад, левая. Мгм. Угу. Все. Меня, если честно, все сводит уже. Слушай, тут готовка к травке отправимся. Да. То у нас будет сейчас последний подход, поэтому давай, сколько получится. Все, готов. Готов? Да. Давай, поехали. Увел таз назад, вернул его. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лови мышцы. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Хорошо. Оп. Так, Как не пасть? надо сейчас там на бочок, чтобы ты ушел. Сейчас, Ты сейчас, отдохни, сейчас. а потом я вытяну из тебя из-под попы валик, тебе будет проще. Угу. Валик вытянул. Не знаю, как мне. На одну сторону вот так раз и сделал. Оп. Оп. Все, посиди. Переднюю брюшную стенку полностью ты потянул. Да, да, вот это вот возле, как ее называют, шведской стенки, которая на коленях стоит. Угу. Вот она. Так, ну что, отжиматься надо или, в принципе, она сжата у меня уже? Сейчас посмотрим. Сейчас подожди. Я согну ногу. Я уже спешу, ты видишь? Ты уже торопишься жить. Нет, я уже вообще... Я соскучился по хорошим тренировкам, нормальным, сумасшедшим. Потому что как ты не крути, а себя чуть-чуть жалеешь, блин. Подползи чуть пониже ко мне. Все достаточно. Так, хорошо. Я ноги согнула. Давай пробуй отжиматься. Легко. Легко? Да. Вообще хорошо. Значит, мы все подрастянули. Сейчас, секунду. Не отжимайся больше. Сейчас я чуть-чуть тебя по-другому. Руки спусти вниз. Хорошо. Изгибаем ногу в коленном суставе. И немножко растянем вот в таком положении. Значит, поднимаем бедро и уводим его слегка назад. Подскручиваем. Помним, что такая растяжка не рекомендуется ребятам и девчатам, у которых стоит конструкция в грудном и в поясничном отделе. Хорошо. Очень. Ага. И точно так же во вторую сторону. Эта ножка у нас теперь будет ровная. У меня ноги как будто кто кипятком облил. Мышцы проработались, поэтому горят. Так. Приподнимаем ножку, хватаемся под коленом, за коленом, так сказать, за бедром и немножко повернули. Дима подышал.
Хорошо. Видишь, тут все классно. Поэтому мы сейчас присаживаемся и переворачиваемся на спину. Еще раз. Оп. Сели. Нормально все. Ну что, начинаем растяжку. Сгибание в коленном тазобедренном суставе. Вторую ножку фиксируем. Растягиваемся. Хорошо, руки Дима уводит назад для того, чтобы растянуть плечевые суставы. Поделаешь круговые вращения в плечевом суставе после этой растяжки, а после этого уже займешься трицепсом. Хорошо? Хорошо. А я пока сгибаю, разгибаю ногу в коленном и тазобедренном суставе. Да, ноги прогрузили, и они Ну, нормальные. Плюс растянулись, получается, стоя на коленях возле шведской стенки. И тоже, в принципе, все достаточно спокойно, мягко. фух. Какой-то сегодня у нас везде прорыв. Мгм. Что значит отдохнул, Да. сочковал, на море съездил. Да, Да. это ты молодец, это ты красиво придумал. Ну, съездил. Теперь выпрямляем ножку и уводим ее в прямую сторону. Вторую ногу прямую фиксируем. Так. И потихонечку добавляем амплитуду движения. А? Трицепс уже как у нормального бодибилдера. Ну все. Среднего. У нормального среднего будет. Нормального среднего начинающего бодибилдера. Это да, это ты молодец. Не, Что ну, значит брусья? Да, скорее всего. Брусья там тоже. помогают тоже очень хорошо прокачивать трицепс. Я в брусьях вставал каждый вторник, когда тебя даже не было. Это ты правильно делаешь. Фух, да, еще кружочек поделаем. Прорабатываем коленный сустав, сгибаем, разгибаем, хоть мы его уже хорошо проработали, но А чтобы всё равно. показать вам, да, и что все равно движение в коленном суставе очень важное. А все равно плохо разгибается, да? Как будто держит сзади Мы такая. прорабатываем его обязательно, потому что мы сейчас будем прямую ногу поднимать вверх, и нам нужна растяжка по задней поверхности. Если вы недавно получили травму, то это ваше для начала вы должны делать все вот это. Обязательно. Причем уделять этому не там 15 минут времени, как мы, а полчаса, 40 минут. Так. Поднимаем. Ногу сейчас проработаем. Растягиваем заднюю поверхность. Колено фиксировано. Либо ножку в ортезе для того, чтобы она была прямой. Либо фиксирую выше коленной чашечки ногу. Второй конец фиксирую плечом либо рукой. И 10. О, класс, вот это тренировка.
Плечики поработать еще надо. Очень тоже интересное упражнение. Ты сказала про плечики проработать. Выпрямляй руки вверх. И вот пытайся коснуться. Раз. Да, отрываешь, только не рывком, а спокойно. Максимально оторвал лопатку от кушетки, вернул. Это идет именно движение лопаток. От позвоночника они уходят и возвращаются. Тоже прорабатываются мышцы спины, верхняя часть. Такое движение. Только надо подбородок к груди прижимать, тогда лопатки прорабатываются. Если так, то больше на затылком упираешься сюда, и получается, наверное, чуть по-другому. Ну, можно, да, немного. Хорошо. Так, сейчас мы еще сделаем вот это упражнение с поворотом. Раз, два, три. А куда мне поворачиваться? В стенку сейчас ты поворачиваешься, а я увожу таз в другую сторону. Тоже помним то, что это скручивание не особо желательно людям, у которых стоит. Давай, раз, два, три. У кого стоит пластина в нижнегрудном и поясничном отделе. Если пластина в шее, можно. И еще зависит от срока, с момента получения травмы. То есть на начальном этапе не нужно это делать, скручивание, а уже если у вас 5 и более лет, там обычно пластина достаточно жестко стоит. Если вы делали обследование, она у вас там не треснутая, все хорошо. То есть легкие повороты вы можете делать, когда ноги лежат в одной плоскости, вот, например, да, а вы сами двумя руками тянетесь в противоположную сторону. То есть тут я могу? Да, вообще круто ты стал уметь, да? То есть Потому вот, что тянет утяжелитель, поэтому и я помогает? тяну, да, конечно. Ну, значит, можно с утяжелителями начать, Да. как облегченный вариант, а потом самостоятельно. То есть вот такой поворот, он вам не навредит, даже если у вас есть пластина. Вы все равно почувствуете, если это будет дискомфортно, больно, то есть вы дальше сами себя не дотянете. При этом вы разомнете мышцы. Так, а мы работаем со второй... Нет, мы еще с этим немножко не доработали. Голеностоп. Значит, что мы делаем? Работаем со стопой на себя, со стопой от себя. Я приподняла ногу в согнутое положение, но желательно это делать на прямой ноге. В согнутом положении показала вам, а сейчас работаем именно в нужном. Потому что растягиваем заднюю поверхность за счет стопы и переднюю. Также можно растянуть, если вы вертикализируетесь и становитесь на какую-нибудь На брусок на на брусок, доску. да, на доску какую-нибудь, на книгу. Ну, на книгу, наверное, не очень удобно, а брусок, либо, например, если у вас есть какие-то диски от гантелей, можно диск от гантелей положить. Ложите под носочек, Да, становитесь возле светской стенки и стоите. И под своим весом пятки у вас будут опускаться вниз. опустятся на пол, и стопа и растянется, как он называется, этот ваш. Апоневроз. Я Ахилл хотел сказать- растянется. Я хотел сказать икроножная, ну да ладно. Икроножная мышца, да, растянется. А как ты сказала, растянется что? Ну, вообще ахилл растягивается. Ахилл. Да, ахиллово сухожилие, это как раз икроножная мышца. Ну вот. Я вот это и хотел сказать. Все правильно. Ты все правильно хотел сказать. Хотела сказать, все правильно. А мы приступаем ко второй ноге. Тоже начинаем ее со сгибания, вторую ножку фиксируем, немного дотягиваем. Вот я обратил внимание, мне вот в эту сторону легче делать, плавать, Чем обратно? чем вот тогда. И плечо меньше валит. И ход больше, я не знаю почему. Значит, у меня там какой-то кривой сустав. Это возможно. Подкривил ты, Ну умудрился. вот правда, вот так вот. Вот, видишь, мне уже тяжело. Пошло ограничение, Да, да? а так вот по барабану. Ну, вообще, надо в разные стороны. Так, что ты меня путаешь, я в разные стороны и делаю? О чем? То есть здесь вот что? И теперь растягиваем ногу, боковое отведение. Вторая нога фиксирована, лежит на кушетке, а эту потихонечку уводим. Ну, уже по растяжке все хорошо. Я думала, ты уже тут это Деревянный стал? деревянный, а мы позанимались, и очень даже все пошло по накатанной. Что значит тренировки в длительном
варианте. Знаешь, как где-то я там что-то прочитал. Ну, эти всякие умные, там, Амар Хайям и все остальные. Мгм. Нужно пробовать что-то сделать. Если не пробовать, лучше не будет. Да, Вот и все. правильно. Всегда нужно что-то делать. Все правильно говорят. И Так, пошли. конечно, там ты что, это же умный человек сказал. Это же не мы с тобой 3 ПТУ закончили. Да. Коленный сустав. Вот это помягче идет, нет? Угу. Нету хрусть-хрусть. Хрусь-хрусь есть, но нет, не держит, как тот. А все вообще нормально, уже все, короче, устал, капец. Так. И теперь прямую ногу фиксируем. Здесь фиксируем. Вторую ножку я тоже оставляю прямой. И увожу к корпусу. Расслабляю немного. И опять тяну. Еще расслабляю. И еще тяну. Вообще капец какой-то. Я уже чувствую себя убитым. Это ж хорошо. Так, теперь мы сгибаем ногу. Делаем скручивание. Раз, два, три. Расслабили. Опять раз, два, три. Мгм. И еще раз, два, три. Хорошо. А теперь пару раз самостоятельно с прямыми ногами. Я тут могу даже вот так повернуться. как Я хочу. тебя фиксирую, да? Хорошо. И еще раз. Мгм. Ты видала? Да. Какой я сильный и Умный. умный так себе, сильный мужчина самого света сил. Да. И прорабатываем голеностоп немножко. Чтоб нырять умел, вообще было нормально. Мне кажется, тебе не стоит больше пробовать. У тебя плохо получается. Нет, я хочу научиться. Хорошо. А теперь еще дотянем икроножные мышцы вот таким вот способом. Кто с нами давно, он его знает. Я фиксирую бедро в подмышечной впадине своей, обхватываю ладонями чуть больше, чем за пальцы, и натягиваю голеностоп на себя. Тем самым растягивая Аж ахиллово дрожь по бровям пошла. и расслабляю. И еще раз натягиваем Слушай, у меня в последнее время мышцы такое ощущение, что вот они на грани судороги. и Вот расслабляю. ты когда вот делаешь, вот у меня сейчас вот как будто судорога сейчас случится. Вот-вот, да? Да. Ну, потому что Ну они... раньше не было ж такого. Ну, у тебя Значит- раньше такой статической нагрузки на ногах не было. То есть у тебя мышцы в постоянной нагрузке, когда ты сидишь. А тут, понимаешь, их начинают растягивать. Это как у профессионального спортсмена забитую мышцу начинает тоже разминать и тянуть. И Короче, мне уже надо за компьютером сидеть тоже на стуле, да? вариант. Я там потом не пересяду, как бы головой какой-то. Точно, надо подумать. Как же могу все это сделать? И вторую ногу то же самое. Растягиваем. Кстати, да, реально, это будет постоянная тренировка, и у меня уже Хорошо. тогда будет хорошо все, да? Да, у тебя будет единственное, что после перенапряжения почаще массажиста, возможно, придется позвать к себе для того, чтобы промассировать забитые мышцы. Ну, Хотя бы собственно, на 3 дня, там, раз в какой-то промежуток времени. Но я думаю, что это будет плюсом, Хорошо. потому что это Буду будет... пробовать, когда тебя нету. Садиться на стул, а работать за компьютером. Это же будет такой пипец, вообще капец. Так мы их снимем, а то они... Сейчас протянут тебя не туда, куда надо. Да. Вот, и сразу отечности на ногах. Нету. Да. После тренировки с Катей всегда пропадает отечность на ногах. На суставах голеностопа. На голеностопном суставе. Вот здесь вот костка. Вот она уже, вот сюда даже вены видно. Все, нет отечности. Так что делайте выводы
Замечательная тренировка после длительного перерыва, я считаю. Очень хорошая тренировка. Большой результат я увидела в плане физического такого крепкого состояния твоего тела. То есть мы и походили как-то быстро, и большие шаги получились, и по спине такие подъемы, плюс возле стенки. Ну, классно, мне понравилось. Все потому, что нужно разноображивать тренировки, да? Да. Все, супер. 60-я тренировка подошла к концу сегодня у нас. Класс. 60-я тренировка. Мы рады, что вы остаетесь с нами. Делитесь видео, если считаете его полезным. Не считаете полезным, смотрите сами. Люди, счастья ваш дом. Мы вас всех любим, друзья. Обнимаем вас. Всем пока. Будьте здоровы. Всего доброго. Когда камеры нет, легче. То есть сам сосредоточился, музыку врубил. Джанджи-банджи до утра. Ну это конечно, да. И настроение немножко другое. Да, когда ты- музыка, это она решает много. Права хочется очень. Ты слушаешь? Дышись, восстановись и потом Я продолжаем. же восстановился. Все. Давай. Восстановился практически. Так, да. Хорошая шутка. Вот они у меня болят, ты сейчас не представляешь, у меня болят ребра и то, все, что связано с ними. Все, что связано. Хорошо. И укладываемся. Мутно видно. Мутно видно все. Давай, ложись, полежишь. Все пройдет. Супер. Зовите соседей, пусть помогают вам. Вы звоните, говорите, приходи, пиво попьем. Все, придет через пару часов. Для начала мы Потренируемся. сделаем вот это. Вот так хочу. Вот как Катя делает, но я вот так хочу. Да.